50 милях к юго-западу от острова Кадьяк, Аляска, экипаж рыболовного траулера Sea Storm заканчивал шестой подъем за сутки при пятибальном шторме и температуре воды плюс 4 градуса. Гидравлическая лебедка работала с перегрузкой, когда сеть, забитая ментаем, поднялась на палубу, и среди рыбы матрос Джим заметил тяжелый прямоугольный предмет размером 30 на 40 сантиметров. Объект весил около 18 килограммов и был полностью покрыт слоем глубоководных ракушек и известковых отложений, которые указывали на его пребывание на дне в течение минимум 10 лет. При ударе о стальную палубу предмет издал глухой металлический звук, характерный для толстостенного титанового сплава, используемого в глубоководных аппаратах или аэрокосмической технике. Капитан Эдвард подошел к находке, удерживая из-за леера из-за сильной бортовой качки, и приказал очистить поверхность предмета от морской растительности. Джим взял стальную щетку и начал счищать наросты, обнажая под ними матовую серую поверхность со следами высокотемпературной коррозии и остатками ярко-оранжевой краски. По мере очистки на боковой грани проявилась гравировка, выполненная методом лазерной перфорации, которая не поддалась воздействию соленой воды. «Джим, тащи мой фонарь и очисти левый угол, там, кажется, серийный номер», — коротко бросил капитан, вытирая руки о замасленную ветошь. Под мощным лучом светодиодного фонаря стали отчетливо видны 3 строки текста. «Property of US Navy», кодовое обозначение «Топаз-9» и дата выпуска — октябрь 2014 года. Эдвард мгновенно узнал маркировку бортового самописца экспериментального беспилотника, поиски которого в этом квадрате официально прекратились еще 7 лет назад, после заявления Пентагона о его уничтожении. Номер серии совпадал с данными из закрытого бюллетеня для ветеранов флота, где указывалось, что на борту этого аппарата находилась система раннего предупреждения нового типа, способная пеленговать любые подводные объекты. «Глуши двигатель лебедки и вырубай внешнюю радиосвязь. Мы немедленно разворачиваемся в порт», — жестко приказал капитан, не сводя глаз с мигающего индикатора, который внезапно активировался под слоем очищенного металла. Эдвард понимал, что если этот датчик начал передавать сигнал, то через 40 минут над их палубой появятся военные вертолеты, а выход в эфир сейчас сделает их соучастниками утечки данных. Траулер изменил курс, оставив за кормой полные сети рыбы, и пошел на максимальной скорости в сторону закрытой базы береговой охраны. Через 2 часа, когда судно вошло в территориальные воды, связь была полностью блокирована неустановленными помехами, а на причале их уже ждали 3 черных внедорожника без номерных знаков. Капитан передал кейс людям в гражданском, получил на руки документ о неразглашении и больше никогда не обсуждал эту находку даже со своим экипажем, получив на счет компании сумму, превышающую годовой доход от промысла. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.